Девочки, доброе утро. Знаете, сегодня тот самый день, когда я зашла в кофейню и заказала себе латте с собой на английском. Горжусь. Еще, кстати, сегодня я проснулась уже в Таллине. Вчера вечером мы прилетели с Настей из Берлина в Эстонию. И я здесь до 21 числа. Сейчас иду в студию забирать ключики. Зайду в магазинчик, знаете, я такая деловая. Такое чувство, что я уже здесь живу. Класс. Вчера заселилась в свою квартиру. Из плюсов она находится в старом городе, как вы можете заметить по заднему фону. Из минусов она находится на первом этаже. В старом доме окна расположены очень низко, и от этого я некомфортно себя чувствую. Кажется, что сейчас кто-то постучит в окно, и я просто очень сильно испугаюсь. Это не все. Квартира необычная, она бабушкина. У меня не было других вариантов, потому что мой бюджет очень был ограничен. Но в целом за 100, кажется, 150 евро или за 100. За очень мало. На 3 дня. Квартира в самом-самом центре. Я считаю, это победа. В Таллине вчера или позавчера выпал снег. Это, конечно, немного странно, потому что в Сербии, когда я уезжала, было очень тепло. Мы, кстати, в Берлине с Настей купили перчатки, и они меня спасают сейчас от мороза. Думаю, немного прогуляться, показать вам такой почти зимний Таллин. И вечером у меня будет сеанс. Завтра тоже весь день будет свободный. И думаю, сходим с вами, возможно, я не обещаю, но возможно мы с вами сходим на ту самую набережную, до которой я не могла дойти 2 влога. Я надеюсь, что мы с вами дойдем до той набережной. Я уже, кстати, забыла, как она называется, но там прикольно. Посмотрим. Ничего не обещаю. Вам может показаться, что прошлый кадр и сегодняшний это одно и то же, но нет. Сейчас уже другой день. Мне кажется, в Таллине стало еще холоднее. Сейчас начало 10-го. Я иду в студию, потому что я забыла там фотоаппарат. И в 11 мы договорились с Настей, что я буду ее снимать в студии. Я очень хочу пробовать себя в качестве фотографа, поэтому стараюсь максимально задействовать разных людей, разного телосложения, разной внешности, потому что мне кажется, что очень прикольно поснимать разных девчонок, потому что первые 2 моих опыта, о котором я, кажется, уже вам рассказывала, я снимала прям именно модели. Я очень надеюсь, что сегодня тот день, когда я вас повожу куда-нибудь в интересные места, потому что вчера вечером я достаточно поздно освободилась. Сегодня у меня тоже есть сеанс, и уже завтра вечером я улетаю в Белград. Но улетаю я не прямым рейсом, а через Копенгаген. И я думаю, что впереди меня ждут приключения, и я буду одна, и я по-любому буду что-то записывать, потому что я поняла, что когда я одна куда-то еду, я чаще включаю камеру, видимо, от того, что мне одиноко. А когда я с кем-то, я очень редко что-то записываю, а если что-то записываю, то я очень стесняюсь. Вот, поэтому я думаю, что впереди вас ждут очень интересные истории, а может быть и нет. До встречи! Я уже почти пришла в студию. Хотела вам еще раз показать этот лифт, вдруг кто-то не видел. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, меня это удивляет. Какой старый лифт и как он работает. Посмотрите, чтобы он приехал, естественно, нужно нажать на кнопку. К вам приезжает... Ой, вот такая тема. Обязательно нужно закрыть вот эту дверь, иначе лифт не поедет. Закрываем деревянную, чтобы не вывалиться.
И нажимаем. Вот так он едет. То есть даже если я открою вот эти... О, нифига. Так, ребята, кажется, я застряла. Ой, ну хорошо, больше так не буду. Вы поняли, да? То есть, когда ты их открываешь, он перестает ехать. А я думала, он поедет, потому что он всегда в таком непонятном состоянии. Фух, спасибо, что доехал. И открываем. Оп. Фух. Так, студия. Вижу, кто-то прошел. Только что были с ребятами в ресторане. Я даже вам не сняла название, наверное, сейчас я все равно по пути буду проходить, засниму. В общем, это паб, в котором есть гигантские блины. Этот блин, он, мне кажется, как полноценное блюдо, потому что мы были с Настей и своим парнем, и даже он наелся и почти не захотел доедать. Короче, очень прикольное место. Правда, я так понимаю, оно пользуется большим спросом, и очередь достаточно большая, но мы приехали и сразу сели за столики. Вот. Короче, прикольное заведение. Знаете, я подумала, что это очень похоже на тот ресторан средневековый, который, мне кажется, самый известный в Таллине, около ратуши. Вот мне кажется, это подобная такая история. Сейчас я вам засниму. Обязательно покажу. В Таллине сейчас идет снег, и у меня такое чувство, что в этом году мой снег будет только здесь. Одновременно и грустно, и радостно, потому что я так не люблю зиму. Но именно такой, знаете, легкий снежок. В принципе, сейчас не очень холодно. Придает такую зимнюю атмосферу. Здесь уже в центре поставили елку, правда, ее еще не нарядили. Я тоже вам сейчас все покажу. Я думаю, что в Белграде совсем не будет чувствоваться Нового года, но в целом для меня это не грустно. Здесь, кстати, в Таллине уже залили каток. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вон там каток. Ребятки уже катаются. Прикольно, что это находится в старом городе, и вид тоже очень классный. Я заблудилась в двух домах. Короче, я не дошла до этого места. Я не знаю почему, это очень тупо. Я прицеплю куда-нибудь сюда название этого паба. Блин, причем, знаете, я когда вышла, подумала о том, что надо снять. Думаю, да ладно, я сама дойду обратно. В итоге просто не смогла найти. Я сейчас уже выхожу на центральную площадь. Хочу вам показать, как здесь люди готовятся к Новому году. Так прикольно, что все уже витрины украшены, все такое новогоднее. Сейчас я вам покажу атмосферу. Ребят, доброе утро. Я уже сложила все свои вещички. Сейчас, примерно через несколько часов, я поеду в аэропорт. Меня отвезет Настя со своим парнем. Пока у меня есть, наверное, часа 2-3, я буду сидеть в кафешке прям в моем доме и в моем подъезде. Это очень удобно. Вчера я так и не сходила, к сожалению, на набережную. Мне кажется, мы с вами в декабре точно туда не пойдем, потому что на улице очень холодно, и не хочется идти так далеко. Хотя в целом Таллин, он достаточно маленький, и идти до туда не так уж и долго. Вчера я отработала супер поздно, но я очень рада, что ко мне приходят такие классные люди на татуировки. Это, конечно, очень классно. Уже сегодня я буду вечером в Белграде, и я вам рассказывала, что мой самолет летит с пересадками. Я очень переживаю, я попросила Настю меня зарегистрировать и напечатать билеты. Я, реально как бабка, я чувствую себя, как будто мне 70, и я очень переживаю, что я куда-то не туда пойду, что я чего-то не пойму. Короче, забавно.
Мне кажется, что чем чаще я буду одна ездить, тем быстрее я освоюсь, и у меня не будет таких переживаний по, казалось бы, стандартной ситуации. Сейчас я хочу вам показать, в каком все-таки логове я жила. В общем, эта квартира, она супер дешевая. Она находится прям в самом-самом центре, в старом городе. Но в целом квартира вполне себе нормальная. Понятное дело, что она в бабушкином таком дизайне. Но я думаю, что за такую цену вполне окей. И я даже вам оставлю ссылку на букинге на эту квартиру. Давайте посмотрим, где я остановилась. Заходим в квартиру. Такая кровать, гигантский шкаф. Кстати, ванная комната здесь очень большая. И вообще, мне кажется, даже если вдвоем здесь некоторое время жить, будет вполне комфортно. Ванна очень хорошая, офигенный напор воды. Я промыла свои волосы наконец-то. Ну и в целом здесь достаточно много, мне кажется, пространства для двоих. И такая кухня. Есть комфорки, но на них ничего не делала. Микроволновка рабочая. Я проверяла, очень много посуды, чайник. В общем, все работает, это очень классно. И я, конечно же, сравниваю с нашей квартирой в Белграде, в которой холодно. Кстати, здесь везде радиаторы стоят. В большой комнате 3 и ванная 1. Это очень классно, потому что в Белграде, как я уже говорила, у нас один кондиционер, и нам его катастрофически не хватает. И ребята сказали, что хозяин пообещал принести на днях нам новый обогреватель. Ну, как новый, его обогреватель. Я всегда сравниваю вот такие штуки, потому что раньше, буквально, не знаю, 2 недели назад, я вообще не задумывалась о том, что нужно смотреть на батареи, нужно смотреть на там еще какие-то бытовые штуки. У меня вообще это не было встроено в мой мозг. А сейчас я просто обращаю внимание именно на это. Подсниму вам, чем я буду завтракать, буду ждать ребят и выдвигаться в аэропорт. Как только я сдам багаж и пройду весь контроль, я обязательно включусь. Пожелайте мне удачи. Я надеюсь, что будет без приключений, хотя что-то мне подсказывает, что просто так ничего у меня не случается. В общем, все, до встречи в аэропорте. Опять все идет не так. Моя кафешка, в которой я хотела позавтракать, закрыта. И она открывается только с 12, и мне пришлось искать на пути какую-то другую кофейню. У меня закончился интернет, и поняла я только сейчас, но я уже положила деньги, все окей, потому что без Wi-Fi я бы это не сделала. И здесь, в этой кафешке, все меню написано на эстонском. И я ничего не понимаю. Все, что я поняла, что здесь есть кофе. Я взяла себе кофе и думаю пойти в какое-нибудь другое место. Настя мне, кстати, сказала, что напечатает мне билеты. Мне так неудобно, потому что, мне кажется, Настя решает все мои головные страхи и вопросы. Я реально, знаете, чувствую себя, как будто Настя — это мой молодой ребенок, а я старая бабка, которая поехала одна путешествовать. И я у Насти спрашиваю, что мне делать в той или иной обычной, нормальной ситуации. Блин, это, конечно, кринж. В общем, кафешка находится в какой-то, я так понимаю, галерее, потому что здесь картины, и люди сюда заходят просто посмотреть на стены. Я хочу просто пожрать. Я думаю, что я сейчас, наверное, выйду. А еще, кстати, я чувствую себя не очень. У меня такое чувство, что я начинаю заболевать, знаете. Болит горло. И я очень надеюсь, что мой приезд в Белград все это развеет, потому что там намного тепло. И я думаю, что мой организм от таких поездок и от такой смены климата тоже офигевает. Хотя дома у меня было тепло. Короче, ребят, я надеюсь, что я не заболела, потому что если я заболею, то будет полный провал. И по поводу жилья, Андрей сказал, что они поговорили с хозяином. Ну, как поговорили? Попереписывались в WhatsApp. И он сказал им, что сделает скидку в 100 евро.
я подумала, что это вообще фигня какая-то, потому что я пообщалась с людьми, которые живут в Белграде, которые живут в Эстонии, и знаете, все снимают жилье за 500, за 600, за 700, за 800 евро, но не за 1300, как мы. И он нам предложил скидку в 100 евро, то есть за 1200. Камон. Там нету никаких, мне кажется, комфортных условий, кроме красивого солнца, но его сейчас нет. Поэтому я думаю, что мы до 10 декабря будем искать себе квартиру новую, потому что жить в этой квартире по-любому не вариант. Я не хочу переплачивать, потому что, я знаю, что люди снимают за другую стоимость. И почему мы должны снимать за больше, когда в этой квартире недостаточно хорошие условия? Вопрос. Думаю, что в этом месяце у меня будет еще достаточно приключений. Я надеюсь, что мы наконец-то снимем квартиру, которая прослужит нам достаточно долго и будет хорошим вариантом. Но на самом деле, вот знаете, сейчас меня интересует только отопление. Самое главное, чтобы оно было центральное. И душ. Окей, хорошо, душ меня тоже интересует, потому что я сейчас специально просто намыла свою голову несколько раз, потому что в Белграде я не смогу ее так качественно помыть. Да, вот такие у меня проблемы, и что? Я надеюсь, что то, о чем я сейчас говорю, через месяц для меня будет вообще фигня полная, потому что сейчас я реально переживаю за эти моменты и думаю о том, что нам нужно переехать с минимальными затратами. Да, интересно, конечно. Еще, кстати, я не помню, я вам рассказывала или нет, но получается, мы одновременно с ребятами нашли себе работу. Влад устроился в рестик, который открыли русские ребята, который называется ТТ Бистро, который я уже показывала в прошлом влоге. А Андрей Хелпер, он тоже нашел объявление в телеграм-канале. И там требовался человек, который будет помогать на квизе, знаете, приносить карточки, забирать их, что-то расставлять. В общем, вот такая история. И у меня тоже уже появилось несколько клиентов в Белграде. Безумно рада, что мы все в одно время смогли найти себе хоть что-то, потому что очень тяжело, когда ты только приехал, вот эта адаптация, ты за все переживаешь, тебе, мне кажется, всегда не хватает тех денег, которые ты с собой взял. Вот. Но я думаю, что постепенно наши проблемы как-то начинают решаться. Думаю, через несколько месяцев вообще все будет супер классно. Я уже, кстати, не боюсь заказывать на английском кофе, если вам интересно. Я уже как-то забила на это все. Мне кажется, что через 2-3 месяца я также без проблем уже смогу и разговаривать. Кто знает. Ладненько, поживем, увидим. Я сейчас думаю переместиться в какую-нибудь кафешку покушать. Поеду к Насте. И уже встретимся с вами в аэропорте. Девочки, прямое включение из аэропорта. Я, в общем, прошла досмотр. Вот эту всю тему сейчас уже сижу перед выходом. Самое крутое, что здесь говорят на 3 языках. В общем, я сдала багаж, и получать я буду его только в Белграде. Это очень классно. И когда я регистрировала багаж, там была русская девушка, и я у меня спросила по-русски, это так было классно. Но все равно я себя сейчас чувствую как та бабка из мема. Вот сюда вставлю. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Блин, это реально я. Думаю, что в Таллине приключений уже не будет. Обязательно вам покажу, как выглядит аэропорт в Копенгагене внутри. В Эстонии он достаточно маленький и уютный. И прикол в том, что мы добрались от центра города до аэропорта буквально за 15 минут. Это очень классно, потому что в других городах, когда ты едешь в аэропорт, тебе нужно закладывать, мне кажется, часа 2-3. Здесь всего лишь 15 минут, очень классно. До встречи в Копенгагене.
уже прилетела. В аэропорте ищу свой выход. И здесь настолько гигантский аэропорт, что хочется здесь просто бродить. И я уверена, если у вас пересадка сутки, то вы найдете чем себя занять. Я просто хожу и такое чувство, что я в каком-то ТЦ, и здесь столько всего. То есть здесь не просто duty-free, а здесь какой-то целый город. У меня такое чувство, что я реально иду просто в торговом центре. Это так странно. По поводу транзита. А мне нужно пройти в сторону выхода, и все. А мне никуда не надо на этажи подниматься, куда-то там заходить. Мне просто нужно по стрелочке идти к своему выходу, который написан прямо, когда ты прилетаешь. И все. Так все просто. Я не знаю, может быть, это не весь квест, но пока выглядит все супер просто. Давайте я вам покажу, что здесь вообще происходит. Целый мир. Ребята, просто я это сделала. Прошла этот контроль, и я уже в той зоне, где просто садятся на посадку. Меня спросили, какая у меня виза, но я поняла, что она спросила, откуда я. Короче, это уже не важно. Важно то, что я на месте. И все хорошо. Кстати, в этом крыле, где уже международные перелеты, здесь вообще-то так не весело, как в самом центральном зале, если можно так сказать. Здесь почему-то как-то темно и скучно. Не знаю, с чем это связано. В общем, сейчас иду искать свой выход. Надеюсь, без приключений. И дальше так будет. Я в Сербии, короче, я так устала, вы не представляете. Самое ужасное, мой багаж. Господи, я надеюсь, что он... Так, секунду. Так, смотрим. Я не понимаю. Фух, да, это мой багаж. Знаете, второй раз в аэропорте. У меня нет никакого желания больше никуда уезжать, потому что просто посмотреть, что здесь происходит. Во-первых, вот такая беспорядочность с багажами. То есть, если ты его не встретишь, то он окажется здесь, и здесь ты его никогда, мне кажется, не найдешь. Надо срочно купить себе что-то на чемодан, чтобы он не выглядел, как все остальные. И когда ты прилетаешь, тебе нужно поставить визу, и все эти люди, которые ждут этот багаж, они сейчас наверху в очереди. И я просто потно, как не знаю кто, стою в очереди, вся уставшая, потому что я давно не спала. Короче, чувствую себя просто омерзительно, отвратительно. Настроение 0. Добро пожаловать в Белград.